Друзья, я приветствую вас на канале CryptoHamster, и мы продолжаем разбирать проекты, которые что-то из себя представляют и находятся пока еще на ранней стадии. И чем более молодой проект и при этом перспективный, тем больше возможностей он дает заработать. Действительно, никогда он вышел на рынок и его токен уже имеет миллиардную капитализацию, а вот в начале пути. Почему дает такую возможность? Дело в том, что у хороших проектов есть хорошие фонды, инвесторы, и каждый такой проект выделяет по 5-10% для своего комьюнити. То есть тем, кто их помогает, их поддерживает в начале пути, формирует, скажем, общественное мнение и пиарит их. И вот когда токен выйдет на рынок, вам его начислят не исходя из той большой капитализации и большой его цены, а вот из тех процентов изначальных, которые выделялись для комьюнити, и в итоге это будет действительно нормальная сумма. С амбассадорских программ, с тестнетов, из нод люди зарабатывают 10, 50, 100 тысяч долларов и делают состояние. Но этим нужно заниматься действительно серьезно. Может пройти полгода, год, пока проект развивается, и только потом вы получите токены. При этом проекты не гарантируют выплаты этих токенов. Вы просто помогаете, они потом делают как бы вознаграждение. Но действительно это того стоит, если этим заниматься серьезно. На очереди следующий проект называется zkSync. Все проекты, которые я обозреваю, записываю вот такую табличку, в которой можно очень удобно просмотреть информацию по каждому проекту будет. Ссылку на таблицу я оставляю в описании. В прошлый раз я разбирал Aleo, теперь zkSync. zkSync это Layer 2 решение для эфириума, которое обещает нам скорость транзакций визы без ущерба безопасности и децентрализации. Мы знаем, что уже существует много Layer 2 решений, но проблема их в том, что они все равно дорогие. Сам Виталий Бутерин считает, что комиссии не должны превышать 0,05 5 центов, но в то же время из существующих, если мы посмотрим, средняя комиссия достаточно дорогая. Допустим, тот же Оптимизм 0,84 практически доллар, Arbitrum еще дороже, есть один Metis Network 0,15, но вероятно комиссия такая низкая, потому что он еще не очень используемый, чем больше используется, тем больше нагрузка, соответственно, больше цена. Так вот, zkSync обещает нам подарить очень высокую скорость, до 2000 транзакций в секунду на уровне визы, при этом без ущерба безопасности, и комиссия должна стоить там, в среднем 1 цент. Насколько это будет реализовано, мы не знаем, но главное для нас это то, что есть большие инвесторы. Здесь у нас собрались все топовые инвесторы, даже инвестировал Twitter и Консенсус, создатель MetaMask, а также Андерсен Хоровиц, Blockchain.com, Crypto.com, Bybit, OKES и прочие известные. На текущий момент сумма инвестиций неизвестна, но мы знаем, что есть фонд у zkSync, то есть фонд, созданный, который непосредственно zkSync инвестирует. И этот фонд можно, он называется Metis Lab, посмотреть уже на Crunchbase и увидеть, что у него капитализация 58 миллионов и что он инвестировал, точнее инвестиции в него с этих всех известных фондов. И нужно учитывать, что инвестиции в проект может еще вырасти, да и в принципе уже этих инвесторов, этой суммы достаточно, чтобы понимать, что здесь все окей. Идем дальше. Следующее, что мы разбираем, это то, кто подписан на их твиттер. Здесь подписаны 350 ведущих криптотвиттеров. Это мы видим с CoinsGuru, специальный сервис, который дает возможность отследить такую информацию. Подписан, самое главное, это Виталий Бутерин. Если мы перейдем на страницу Виталия Бутерина в твиттере, мы увидим, что он подписан всего на 303 твиттера. То есть это большой плюс. Кроме этого, подписаны сооснователи Coinbase и Paradigm, основатель Maserati Crypto. Это платформа крупная для анализа криптопроектов, в том числе с платной подпиской. Сооснователь Multicoin Capital, генеральный директор Galaxy Digital, то есть
подписаны известные твиттеры. В этом плане тоже вопрос закрыт, здесь все окей. Идем дальше. Следующий разбор — это у нас токеномика, и здесь у нас информации пока еще никакой. Я перехожу в официальный источник, и по токеномике у нас здесь все, что известно. Будет ли токен zkSync? Да. Когда, как я могу получить, как это будет, и все, больше ничего. Мы пока не знаем, какая токеномика, но это скорее плюс, потому что проект еще на достаточно ранней стадии, когда даже нет токеномики. То есть есть больше возможностей заработать на нем. И дальше мы уже переходим наконец к той информации, с помощью которой мы сможем зарабатывать в проекте. А это амбассадорские программы и тестнет. Итак, амбассадорская программа. Происходит ежемесячный набор в амбассадоры. Есть форма, ссылочку на которую я оставляю. Вы переходите, заполняете здесь информацию. Вообще, если вы не в курсе, как стать амбассадором, для начала вы для себя должны открыть Discord. Вы открыть в том смысле, чтобы познакомиться с ним и начать участвовать в жизни проектов в Дискорде, потому что здесь действительно как раз вот сообщество делает то, на чем потом и можно заработать, на чем потом с комьюнити делится проект. В амбассадорских программах вы зарабатываете, если помогаете. Это может быть помощь в написании контента, перевод информации, снять видео, рассказать о проекте, собственно, то, что я сейчас делаю. Это участие в тестнетах, это продвижение каким-либо даже офлайн способом проекта. То есть вы проводите мероприятия, вы рисуете мемы. Это может быть множество разных способов. И когда вы будете заполнять форму, вы должны написать, почему вы полезны. И, конечно же, если у вас никакого предыдущего опыта, то не факт, что вас возьмут послом. То есть амбассадор — это посол. Вы должны чем-то выделиться. Допустим, у вас есть какой-то свой канал, вы делали там твиты на какой-то уже проект, и вы можете показать статистику. То есть, да, действительно, это не делается вот так вот сразу, как было в проекте, сейчас вспомню, Moonbeam, там просто за видео и небольшие переводы делали выплаты примерно $50 000. Я сам отправил заявку, пока еще не получил ответ, ежемесячный набор. Следующий шаг, который мы разбираем, это ноды тестнеты. И здесь вы уже практически гарантированно сможете заработать, потому что сейчас проходит в проекте тестнет, то есть пользователи юзают их платформу, проводят там транзакции, стейкинг и прочее. Сейчас я об этом расскажу, за что потом проект с большой вероятностью наградит. Почему я так считаю? Дело в том, что сейчас здесь практически ничего не сказано в этом разделе о том, что как-то будут вознаграждать комьюнити, но я открыл страницу про токеномику из веб-архива, которая была опубликована ранее и изменена, и здесь был такой пункт, как я смогу получить токен. И здесь ответ: мы намерены передать большую часть права управления сетью нашему сообществу. Пожалуйста, следите за нашими новостями. И потом они убирают эту информацию, а убирают потому что, чтобы не было много, скажем, спама, много вопросов, много ботов и мультиаккаунтов, которые будут пытаться на этом заработать. Крупные проекты действительно делятся своим комьюнити, и чаще всего вначале, наоборот, ничего не обещают, в отличие от мелких. Итак, давайте перейдем уже непосредственно к тестированию проекта. Здесь я оставил ссылки, как проходить тестнет. Нажимаю. У нас открывается их платформа. Я подключаю MetaMask. Нажимаю подключиться. Итак, у нас здесь по нулям. Нам необходимо получить тестовые токены. Чтобы их получить, нажимаем сюда и запрашиваем тестовые токены. Нас перебрасывает в Twitter. Нажимаю твитнуты. И в течение 15 минут придут мне токены.
Но если у вас молодой Twitter, токены могут и не прийти. Это сделано с целью защиты от мультиаккаунтинга, то есть чтобы был живой Twitter. И именно таким образом с привязкой к Твиттеру происходит раздача. Но вы можете их получить и другим способом. Здесь в таблице я оставил ссылки на краны. Вы переходите по ссылкам и можете получить в любом из этих кранов. Допустим, у нас здесь кран называется Georly, именно он нам нужен, но здесь нужно зарегистрироваться. Я перехожу в другой. Что делаю? Для начала в MetaMask необходимо выбрать тестовую сеть, потому что транзакции мы будем проводить в тестовой сети. Если у вас выбран, скажем вот так, Ethereum, да, что вы дальше делаете? Нажимаете сюда, нажимаете «Показать», «Скрыть тестовые сети», у вас появляются настройки, включаете тестовые сети, закрываете, и теперь с тестовых сетей выбираете Goerli. Это именно та тестовая сеть, в которой и делаются транзакции в этой платформе zk-Sync. Все, я перешел в тестовую сеть, копирую кошелек, возвращаюсь в наш кран. Здесь я нажимаю «Твит», меня перебрасывает в Twitter, и в этом твите я должен заменить нули на свой адрес, после чего нажать «Твитнуть». Дальше нажимаю «Поделиться», копирую твит, возвращаюсь в кран, вставляю сюда полное название и выбираю, сколько я хочу эфира получить. Допустим, 1 эфириум. Все. Возвращаюсь в wallet, и на счету у меня уже появились средства, причем появились от запроса прямо отсюда, но зато я показал вам, как пользоваться дополнительными экранами, вы будете знать на случай чего. Теперь давайте я проведу какие-то транзакции, то есть за то, что я буду тестировать их кошелек, их обменник, их другие там сервисы, за это я потом с большой вероятностью получу вознаграждение. Я должен проводить транзакции на какие-то сторонние кошельки. Допустим, вы в MetaMask можете создать новый счет. Я уже вставляю готовый кошелек и выбираю, допустим, что я буду отправлять. Пускай это будет USDC. Здесь я выбираю комиссию, в чем я хочу, чтобы она была. И нажимаю трансфер. Количество. Указываю, неважно какое. Главное, наверное, сразу не все, потому что потом может еще пригодиться. Сменяю сеть, подписываю. Все, транзакция прошла, видно, что успешно. Возвращаюсь обратно. Давайте я еще проведу какие-то транзакции. Ввожу, пускай будет линк, ввожу свой же кошелек, количество, неважно какое. Нажимаю транзакцию. Все то же самое, подписать, транзакция успешна. И так и лучше всего провести, чем больше разных транзакций с разными монетами, тем лучше. Тем больше шансов, что мы потом что-то получим. Мы можем получить больше, за то, что проведем больше транзакций. Я протестировал кошелек. Давайте теперь протестирую мост. Перехожу в него. Здесь нажимаю сюда и выбираю любую валюту. Тоже точно та же история. Делаю вывод. Подписываю транзакцию. И так с остальными то же самое. Готово. Следующий шаг будет это. Готово. Следующий шаг, я перехожу на вот этот сайт. Ссылку на него я готово. Следующий шаг, я перехожу на вот этот сайт. Ссылку на него оставлю как в описании, так и в таблице. И здесь мы должны
провести примерно то же самое. Нажимаем сразу сюда, чтобы подключить MetaMask. И теперь совершаем разные обмены. Я выбираю токены, меняю их на любой другой токен, указываю количество, сразу подписываю транзакцию. Еще раз требует подписать транзакцию. Готово. И делаю любые другие обмены. Меняю на эфириум. Следующий шаг, я перехожу в раздел пулы и создам пару. Выбираю любой токен, к нему пару. Допустим, ввожу количество 100. Додаю ликвидность. Здесь почему-то нужно еще раз то же самое сделать. Недостаточно средств. Пускай будет так. Все подписываю. Итак, что мы сделали? Мы протестировали их платформу, как что у них работает. И если бы нашли какие-то неполадки, эти неполадки, замечания к ним мы должны сообщить в Discord. За это, конечно же, будет дополнительное вознаграждение. Если все нормально, то в целом больше ничего делать не нужно, потому что кошелек вы без того здесь свой оставили, когда проводили транзакции. И в целом вы должны, конечно же, быть подписаны на Discord проекта. Ссылку на Discord я оставлю в описании. Вы переходите. Чтобы подписаться в Discord, обычно нужно пройти верификацию, выполнить какие-то элементарные действия, там, ответить на пару вопросов. Все. После этого открывается список со всеми разделами проекта. Есть раздел «Фидбэк». Обратная связь. Здесь вы можете что-то спрашивать даже по тестированию, если у вас будет не получаться, или отписывать результаты тестирования. С этим проектом, собственно, все. Я рассказал все необходимое. У меня на примете еще примерно 5 таких же качественных проектов, на которых можно зарабатывать, которые я рассмотрю в следующих видео, поэтому обязательно подписывайтесь на YouTube, спрашивайте, возможно, у вас есть какие-то предложения на другие проекты, которые вы хотели бы, чтобы я разобрал, и обязательно подписывайтесь в наш Telegram, потому что YouTube у нас новый канал, а Telegram существует 5 лет, и здесь очень много полезной информации, и ее больше, чем на YouTube. На этом все, друзья. Я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До встречи.